Всем огромный привет, с вами Аркадий Романович, и это очень важное видео, которое относится к теме выхода из позиции. Почему? Потому что большинство трейдеров либо слишком рано выходят из сделок, либо запаздывают с выходом из позиции. В результате это приводит к сожалению. Почему? Потому что если у тебя нет конкретных правил выхода из сделок, ты начинаешь сожалеть в каждой ситуации. Если ты вышел слишком рано, то сожалеть, что упустил большую прибыль. Если слишком поздно, то сожалеть, что не взял столько, сколько рынок давал. Вот чтобы таких ситуаций не было, сейчас мы с вами сформируем пошаговый план выхода из позиции. Я покажу те принципы, которые использую в каждой сделке для того, чтобы выходить максимально точно, учитывая состояние рынка и учитывая технический потенциал. И вот как раз два параметра, которые мы с вами запишем. Первый параметр — это волатильность. Волатильность. Сейчас мы его тоже подробно разберем. Волатильность. Второй параметр — это технический карман. По поводу волатильности. Какой у вас порог волатильности? Какая должна быть минимальная волатильность рынка в пунктах, чтобы вы его торговали? Бесспорно, это зависит от самого рынка, от актива, от таймфрейма. Но какой минимальный порог волатильности? Для меня минимальный порог волатильности при торговле на минутном графике фунт доллара и золота составляет 20 пунктов. А минимальный порог волатильности 20 пунктов. Как измерить эту волатильность? То есть как понять, что цена действительно проходит 20 пунктов или 40 пунктов? Есть два источника. Первый источник — это ваш график. Я сейчас покажу, как это сделать. Второй источник — куча ресурсов открытых, где вы можете посмотреть в среднем за неделю, за 2, за 3, за год. В частности, на сайте Investing, если я не ошибаюсь, такая информация есть. Вы можете открыть и посмотреть, сколько актив в среднем ходит по часам даже. И посмотреть, какие часы наиболее ликвидные, сколько пунктов по конкретным часам цена проходит. И вот это даст вам как раз понимание того, в какой период вам лучше торговать. Это первый способ. Второй способ не менее важный. Почему? Потому что он вас отбрасывает как раз к самому текущему этапу. Потому что та волатильность, которая на ресурсах, она берется в целом за неделю, да, или там за день, за два, или за предыдущие большие периоды. Сейчас же вы оцениваете волатильность, исходя из того, что происходит в данную минуту. И как это сделать? Один из самых базовых методов — метод импульса. То есть мы берем 3 последних импульса. Импульс — это когда мы видим четко направленное движение вниз или вверх. Импульсы, импульс, импульс. Вот у меня по паре фунт-доллар на минутке 3 четких импульса. Еще раз, не надо особо быть здесь изобретательным. Ой, а какой импульс брать, откуда брать? Берите то, что вот очевидно на графике. Раз, два, три. Вот у нас есть максимум, минимум, максимум, минимум, максимум, минимум. Мы берем, зажимаем мышкой, мерим 20 пунктов. Мерим 20 пунктов. Мерим 14 пунктов. В среднем около 20, 18-20 пунктов. То есть реально рынок может пройти 18-20 пунктов. Важный здесь момент: в период давайте запишем, с 15:00. Ну, это основной период, да, золото и фунт-доллар. 15:00, 19:00, 15:00, 19:00 Москвы составляет 20 пунктов. То есть средняя волатильность в этот период по каждому часу составляет 20 пунктов. За последние несколько недель, даже за последний год. Да, если я возьму золото в период там вот как раз текущий, то волатильность будет меньше, поэтому я стараюсь золото не торговать днем, да, до 15 часов по Москве. С 15 там чаще всего начинается хорошее движение. Технический карман. Технический карман, если проще, это потенциал по уровням Фибоначчи. И здесь же уровнем Фибоначчи. В большей степени технический карман, технический потенциал зависит от стратегии выхода из позиции. Давайте запишем. Стратегия выхода из сделки зависит от типа сделки. Тип сделки. Тип сделки. Какая у нас может быть сделка? Трендовая и контртрендовая. Тренд или контртренд. Контртренд. Если контртренд, по ближайшим уровням, по уровням. Если мы торгуем контртренд. Если тренд, то по Фибоначчи. У нас есть четкие параметры волатильности и у нас есть четкие параметры выхода по правилам. И мы их начинаем
коннектить между собой каким образом? Опять же таки, используя простую модель мышления. Если, внимание, текущая волатильность составляет более 20 пунктов и технический карман также позволяет мне поставить широкий take profit 20 или даже, допустим, более пунктов, к примеру, да, то тогда есть сделка. То есть абсолютно объективные параметры. Вот таких два простейших критерия, которые позволят вам гораздо четче выходить из позиции. Если вы хотите получить мою систему торговли и торговать вместе со мной в режиме реального времени, то ссылка будет под этим видео. Проходите, выбирайте оптимальное обучение и встретимся с вами на живых торгах. Всего доброго и пока.